Всех приветствую на мелом. Это просто кусман, да? Ох, весит такой кусочек, наверное, ну, килограмм 10. Глина идет из тяжелых глин, то есть если актобе возьмем, она очень легкая, легче практически любого мела даже, да? А эта глина, это примерно как Туркестан, допустим, или же радуга, кимбрийка. Вот по весу, по, как сказать-то, характеристикам немного схожа, наверное, с радугой и кимбрийкой. Но по цвету, вы посмотрите, просто она вроде бы красная смотрится, да, но вот здесь мы видим просто вот такой вот кусочек, где идет желтоватый, красноватый, белый, кстати, на Астану очень похож. Вкрапления я даже не знаю, как их тут назвать, потому что их тут просто уйма. По поводу, значит, вкуса. Давайте немножко попробую и скажу свое описание. У меня здесь есть тарелочка мелко накрошенных. Хотя можно отсюда откусывать. Интересный вкус, я даже знаю, какое описание ему дать. Итак, по цвету я сказал. С виду эта глина, она идет именно рыхлая. То есть, если вы ее будете ломать и так далее, она не будет колоться ни на пластины. Давайте я немного в бок поставлю. Она не будет колоться ни на пластины, ни на куски. Она будет именно рыхлиться. Примерно так же, как, наверное, когда добывают уральскую глину, поливая ее водой, она кусочками маленькими откалывается, где-то большими, да. И вот это похожая история. Так, по рыхлистости я рассказал. Дальше идем. Какое у нее описание? Вкусное, красивое. Ну, так напишет, наверное, любой продавец, да? Но, наверное, у каждого сорта глины или мела, глиномела, там неважно, будет свой любитель. Поэтому для кого-то она действительно вкусная, ну, красивая она в любом случае, да? Пойдем, откусим еще раз сначала. Гонять я, конечно, не люблю. Она именно в хорошей просушке. Прям вот так вот просто кусочками. По описанию было написано, что при хорошей просушке эта глина имеет хруст. Ну, хруст есть небольшой, но согласен, при хорошей именно просушке. У меня она сохнет уже месяца 2, наверное. То есть все, я что-то до нее не доходил. И вот тут дошел. Но хруст, думаю, вы слышите, он действительно имеется. Важно хорошо просушить. По вкусу. Что написано? По залипанию, допустим, она не залипает. Имеет такой немножко земляной, или как назвать вкус, не помню по описанию, но могу сказать свое для меня. По характеристике, хоть и написано, что не залипает, для меня это среднее залипание, если не выше все-таки. И очень похоже на вкус гудрона. Вот если мне ее вот так дадут. Залипание хорошее все-таки имеется здесь. И вкус, да, гудрона. Ведет себя примерно так же. В некоторых местах при откусывании она поскрипывает, но это не как песочный сорт там в мелу, да. Скрип он идет такой довольно интересный моментами. В описании было написано, что скрип идет из-за кремния, который присутствует в данной глине. Давайте дальше буду уже откусывать. Хотя это сложно. Раз откусишь, а просыпешь столько, что пипец. Так что я ее немножко наклоню. И опять же, этот же хруст, он местами. То есть сейчас я откусил, абсолютно вся глыбка. Может, внутри там где-то кусочек остался, там влажноватый, не полностью просушенный. Но снаружи-то везде все сухое. И вот место, которое я откусил сейчас, оно идет без скрипа. Очень залипающее. Капец какое мягкое. Будто, я не знаю, пироженку какую-то откусываешь. А вот дальше какой-то кусок твердый. Привкус действительно есть какого-то чего-то земляного.
Давайте я ее положу. Вот после просушки смотрите, как вот просто пластами она лежит. Усилия, конечно, нужно хорошее приложить, но пластами конкретно она бы отдернулась. У меня есть еще мелок для того, чтобы убрать все это залипание. Пиленый. Это нечто. Шипит прям хорошо. Практически убрал залипание. В ассортименте, кстати, поступили абсолютно все пиленые сорта. Также новые поступили. Новые сорта мне очень понравились. А один из сортов, будто и вообще, будто тюменский напилили. Такой классный вообще. Вот это Васильполя. Ну, сорта новые, они правда какие-то оригинальные. Этот сорт послушай. Название пока что не скажу, потому что это новый сорт. Небольшое отступление. Это глыбище. Васильполя, в принципе, похож с кусковым своим сородичем, да, хотя по факту этот сорт кусковой есть, просто напиленный. Но распил у всех отличается, сам сорт у всех может отличаться. Но схожесть довольно хорошая. Это сухой сорт. Интересный. Ребят, сейчас про глину я договорю, но сначала скажу следующий момент. Все заказы принимаются по ссылкам в описании в группе ВКонтакте и по номеру WhatsApp. Это все указано в описании, в комментариях я указываю. Поэтому будьте внимательны просто на этот счет. По поводу того, сколько я там мела в день съедаю. В последнее время, правда, очень много, в районе, может быть, килограмма. Да, это в любом случае плохо будет сказываться на здоровье. Я там пытаюсь и воды очень много пить. И в туалет пытаюсь часто ходить, чтобы желудок сильно не нагружать. Все равно тяжело. Поэтому уже не раз пытался так делать. Постараюсь еще раз. Попробую кушать действительно только тогда, когда вот снимаю ролики. Это будет на пользу канала, потому что я буду хотеть в любом случае мелок очень сильно, поэтому ролики будут выходить чаще. А так у меня как это все происходит? Я просто хожу, жую мел, кушаю его, кушаю. Вроде как и наелся, вроде как и больше желательно не кушать, потому что уже много съел. Поэтому думаю, ладно, сегодня ролик не буду снимать, уже действительно тяжело. В итоге на следующий день плюс-минус то же самое может произойти, или на следующий день уже просто времени не будет, в итоге ролик не снял. Вот так вот оно и выходит. А то вы там пишете, то, что вот продажами занимаешься, а ролики не снимаешь. Хотя я снимаю их довольно часто, как по мне, раз в 2-3 дня я выкладываю примерно, да, ролики. Но все равно можно делать больше контента, я с этим не спорю. Ну и кушать много нельзя. Поэтому такой спорный нюанс. Получится или нет, узнаем. Пишите в комментариях, как вы справляетесь с этим. С этой всей вкуснятиной. Глину я, конечно, не сильно люблю, но мел вот обожаю. Особенно сейчас пиленый поступил. Так мне кажется, я половину пиленого сам нафиг съем. Так, давайте вернемся к этой глине. Вот по расцветке я бы тоже ей дал расцветку какая-нибудь, знаете, магма или радуга. Потому что действительно очень темно. Вот я какие цвета здесь вижу, да, конкретно не знаю, на камере там передавалось до этого или нет. Я вижу здесь бордовый, я вижу здесь темно-красный, я вижу здесь
светло-красный, я вижу здесь оранжевый, я вижу здесь какой-то такой оттенок небольшой красного-серого, очень высветленный, прям вот действительно, вот они так и переходят, да, красный, потом немножко сероватый и такой ближе к белому, да, вот прям много настолько здесь в ней цветов. По структуре, с какими глинами она похожа, что есть в ассортименте, давайте подумаем. На радугу. Радуга в мокром виде как пластилин. Возможно, по структуре похожа на радугу. По структуре в плане того, как она выглядит и ведет себя, приколки, допустим, да. По структуре в плане откусывания, опять же, да, есть схожесть с радугой, есть схожесть с кимбрийкой, но кимбрийка капец какая твердая глина. Она даже, наверное, потяжелее этой будет. Она очень сложно прям раскалывается, вот мега сложно раскалывается. А здесь, я не знаю, для раскола почти ничего не нужно. Та раскалывается на пластины конкретно. Наверное, даже ее проще колоть кимбрийку, чем эту, потому что эту ты раз как долбанешь, блин, и тут крошки будут, я вот не знаю, заколебетесь убирать. А эту, точнее ту проще. Дальше. По хрусту. Опять же, на что она похожа из ассортимента? Ни на один, наверное, сорт Туркестана, наверное, не похожа. Астана то же самое, убираем. Ну вот остается только кимбрийка и радуга. Ну хотя кимбрийка. Ну да, кимбрийка тоже она вяжет. И вот эта вот скрипучесть, я бы сказал, она, наверное, есть даже не из-за того, что вот как в песочном сорте мела, да, что-то присутствует, из-за этого он скрипит. А здесь будто бы какая-то не вот солинка, как вот это правильно назвать. В общем, я не могу даже здесь скрип скрипом назвать, потому что он прям микро небольшой. Я думаю, любители данной глины, они в любом случае найдутся. Мне эта глина, я не могу сказать, что понравилась, потому что я не любитель глин. Описывать я их это могу. Я уже просто привык, когда у меня появляются новые сорта, неважно, глины или мела. Я просто, допустим, читаю описание, понимаю, как тот или иной вкус или, в принципе, глина или мел должны себя вести, чтобы понять, что то описание, которое есть, оно действительно подходит. Офигеть. Посмотрите, я не знаю, насколько хорошо вам будет видно, но вот здесь вот около 7 слоев, и все они разного цвета. Куда я это вообще выкопал? Здесь просто идет белый, красный, опять белый, потом какой-то бордовый, черный, розовый, бордовый, более светло-красный, коричневый и розовый. Офигеть. А да, кстати, здесь розовый действительно присутствует. Я офигел, какая она в разрезе. Я, наверное, знаете, как сделаю? В конце ролика просто вставлю сюда, я ее сейчас разломлю, или давайте прямо сейчас попробую разломить. Просто вам плохо будет видно на ролике. А когда... фиг еще разломишь. А когда я уже, соответственно, ее разломлю без того, что снимаю ролик, я сделаю фотографии и отдельно закину в ту же группу ВКонтакте, или которую вы увидите в описании, и в том числе на YouTube отдельно записью. Ну, различия офигенные просто между сортами. Здесь, допустим, чисто кусок весь розовый. А там офигенно. Немножко в шоке. Какое-то такое было, в общем, описание. Вот такой вот громадный кусок глины. Прям видно, да, какая она? Вот она вся просто крошится, задеваешь ее когда. Ставьте лайк, пишите, что я еще про эту глину забыл сказать. И очень скоро увидимся. Следующий сорт будет у нас под названием пломбир. Это сорт мела. Новинка в ассортименте мелового. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать ролики. И всем удачи!